Крупнейшее кораблекрушение в мирное время за всю историю. Мы все знаем трагедию «Титаника», но на самом деле это далеко не самое крупное кораблекрушение. Как правило, крушение судов не относят к категории техногенных катастроф, но именно этот рекордный по числу жертв случай заслуживает места в ряду самых страшных рукотворных трагедий человечества. Наиболее крупные катастрофы на море, сопровождавшиеся многотысячными жертвами, происходили во время Второй мировой войны, а в мирное время произошло всего одно сравнимое по последствиям крушение, которое стало крупнейшим за всю историю – столкновение филиппинского парома Дония Пас с танкером. Эта трагедия унесла больше жизней, чем куда более известное крушение Титаника. Дония Пас – пассажирский паром, зарегистрированный на Филиппинах, затонувший 20 декабря 1987 года после столкновения с танкером «Вектор». При этом погибло примерно 4300 человек, что делает эту морскую катастрофу крупнейшей в мирное время. Паром был построен в 1963 году на японской верфи Аномити-дзасен, курсировал по японским водам, вмещая 608 пассажиров. В 1975 году судно было продано филиппинскому оператору пассажирских паромных перевозок, получило название Дон Салфика, а позднее Доуна Пас. За месяц до столкновения паром ремонтировался в доках. Столкновение Дония Пас с танкером произошло во время следования по маршруту Манила-Катбалаган, Таклобан и обратно, которые паром совершал 2 раза в неделю. 20 декабря 1987 года около 6 часов 30 минут по местному времени Дония Пас покинула Таклобан и отплыла в Манилу с промежуточной остановкой в Катбалагане. Судно должно было прибыть в Манилу в 4 часа ровно на следующий день. Около 22 часов 30 минут паром проходил по проливу Таблас рядом с Мариндуки. Примерно в 22 часа 30 минут произошло столкновение парома с танкером «Вектор», который транспортировал около 1000 кубометров бензина и других нефтепродуктов. При столкновении прогремел 1 или 2 взрыва. Танкер сразу дал течь. На поверхность моря вытекло большое количество бензина, который тут же вспыхнул. Вскоре огонь охватил и Донию Пас. Выжившие позже сообщали, что погода была ясной, но на море было волнение. Когда большинство пассажиров уснуло, Дония Пас столкнулась с танкером «Вектор», который шел из Батаана в Масбат. На «Векторе» находилось 8800 баррелей бензина и прочих нефтепродуктов. При столкновении из танкера вылились и загорелись нефтепродукты. Выжившие рассказывали, что слышали удар и взрыв. На борту парома началась паника. Команда не предпринимала никаких действий по спасению пассажиров. Многие люди прыгали за борт, однако большинство из них вскоре погибло от пламени. Один из них, Пакита Асабель, описывал, что пламя быстро распространялось по судну, и море вокруг было в огне. Другой сообщал, что пламя появилось через минуту после столкновения. На пароме не было спасательных жилетов, команда пребывала в панике, как и пассажиры. Позже выяснилось, что имевшиеся в наличии спасательные жилеты находились под замком. Пытаясь спастись, люди вынуждены были прыгать за борт, туда, где горело разлившееся топливо. Примерно в полночь Дония Пас пошла ко дну, унося с собой пассажиров и всякую надежду на спасение. Около 2 часов ровно часов ночи затонули останки танкера. Оба судна затонули в Табласском проливе, полном акул. О катастрофе стало известно только к 6 часам утра. Власти направили на место крушения спасателей. Однако поисково-спасательные работы продолжались не больше 1 дня. Только 26 человек выживших были извлечены из воды. 24 из них были пассажирами с Дония Пас, а другие 2 с танкера «Вектор», экипаж которого состоял из 13 человек. Из команды Донии Пас не спасся никто. Большая часть выживших получила ожоги от горевшего топлива.
Тела тысяч пассажиров так и не были найдены. 300 трупов выбросило на берег в течение нескольких последующих дней. Все они, по сообщениям филиппинских властей, были частично объедены акулами. По первоначальным заявлениям, сделанным судоходной компанией, официально заявленное число людей на борту составляло 1553 человека, 1493 пассажира и 60 членов экипажа. Тем не менее, анонимные источники сообщали, что на рейс нелегально продавались дополнительные билеты по сниженной цене, и многие пассажиры не входили в официальный список. К этому добавлялось то, что часть пассажиров провозила с собой детей без оформления билетов. Выжившие утверждали, что Донья Пас мог перевозить от 3000 до 4000 человек. Они указывали, что паром был перегружен, и что пассажиры располагались в коридорах и на палубе. Всего из 21 тела, поднятых на поверхность и идентифицированных как пассажиры парома, только одно принадлежало лицу, числившемуся в официальных списках, а из 24 выживших пассажиров лишь 5. 28 декабря 1987 года депутат Палаты представителей Филиппин Рауль Даза заявил, что по меньшей мере 2000 человек на борту Донья Пас не были в официальных списках. В январе 1999 году комиссия по расследованию сделала заявление, основанное на судебных разбирательствах, что на борту парома было 4341 пассажир. За вычетом 24 выживших и с учетом 58 членов экипажа, это составило 4375 погибших. Вместе с 11 погибшими членами команды танкера «Вектор» окончательное число жертв трагедии 4386 человек. Президент Филиппин Корасон Акино назвала произошедшее национальной трагедией. Папа Римский Иоанн Павел II, премьер-министр Японии Нобуру Такахита и королева Великобритании Елизавета II выступили с официальными соболезнованиями. Компания сообщила, что пострадавшим будет выплачено по 20 тысяч песо, это $472. По материалам первоначального расследования, проведенного Philippine Coast Guard, главной причиной трагедии стало халатное отношение команд обоих судов к своим служебным обязанностям. Ни на «Векторе», ни на Донья Пас никто не следил за курсом, навигационные приборы отсутствовали, а «Вектор» вообще не имел лицензии на морские перевозки и фактически ходил нелегально. Также у него не было опытного вперед смотрящего. Непосредственно перед столкновением на капитанском мостике парома Донья Пас находился всего один человек, остальные офицеры были в кубрике, смотрели телевизор и пили пиво. После столкновения всех охватила паника. Командой не было предпринято никаких действий по тушению пожара и борьбе за спасение судна и пассажиров. По невыясненной причине ни один из кораблей не подал сигнала СОС. Возможно, радиостанции вышли из строя при ударе и взрыве, либо они и раньше не работали. Поэтому на берегу узнали о случившемся только через 8 часов, и лишь тогда началась спасательная операция. Если же рассматривать причины, которые привели к огромному количеству жертв, то здесь одинаковая вина лежит на экипажах обоих судов и на их владельцах. В 2019 году затонувшие судна были обнаружены и исследованы экспедицией, базировавшейся на научно-исследовательском судне «Петрел». Оба затонувших корабля находятся на глубине в 500 метров и лежат на дне на ровных килях, на расстоянии около 2200 метров друг от друга в практически неповрежденном состоянии. Оно и понятно, что по прошествии такого времени спасти кого-то было просто невозможно, и это промедление стало для многих пассажиров Доньи Пас смертельным. Абсолютно пренебрежительное отношение к безопасности судов и непрофессионализм экипажей, возможность получить дополнительную выгоду и экономия на всем. Все это лежит в основе страшного кораблекрушения, которое стало самым крупным в мирное время.
По масштабам морских катастроф Филиппины прочно заняли лидирующее положение. Менее чем через год гибнет паром Дона Мэрилин, а с ним более 300 пассажиров и матросов. Через 7 недель после этой трагедии мир узнает о гибели парома Розалия с 400 пассажирами, а еще через короткое время еще одного парома с его 50 жертвами. Но никому не известно, сколько в действительности исчезло в морских пучинах вокруг Филиппин более мелких судов и суденышек и находившихся на них людей.